На днях известное издание «Компромат Групп» опубликовало скандальную статью, раскрывающую информацию о действиях криминального авторитета Бадри Кутаисского. В этой статье говорится о том, что дважды раскоронованный авторитет Бадри Кугуашвили называет себя агентом ФСБ и сеет смуту в воровском мире. Недавно из России с запретом на последующий въезд был выдворен Махари Гварамия, известный в криминальных кругах как Маци Синакский. Этот эпизод мог бы остаться рядовым в ряду других событий из воровского мира, если бы не одно обстоятельство. Изгнанием Маци Синакского занималась ни много ни мало Федеральная служба безопасности Российской Федерации. За что же такие почести вору в законе? Все просто. Как оказалось, в депортации Маци был очень заинтересован еще один известный представитель криминального мира – Бадри Кугуашвили, который в последнее время так часто и громко хвастается своими связями в ФСБ, что руководству службы пора бы приструнить слишком болтливого резидента. Известный раскол криминального мира, кем-то метко прозванный «Сучьей войной», зародился в тюрьмах Красноярского края еще в середине нулевых, но своего апогея достиг с началом войны в Украине. За этим расколом, не особо скрываясь, стояли два силовых ведомства – ФСИН и ФСБ России. Их задачей было привлечь к сотрудничеству, проще говоря, завербовать часть криминальных авторитетов, чтобы, во-первых, в целом ослабить единство воровского мира и, во-вторых, пополнить армию спящих агентов. А поскольку многие воры в законе к началу войны вполне комфортно осели в Украине, у российских спецслужб весьма, кстати, появилась мощная агентурная сеть. Например, тот же Кугуашвили весной этого года был заочно арестован Печерским районным судом Киева как организатор ОПГ, члены которой рассредоточены по разным украинским городам. В частности, проукраинские СМИ засветили имя одного из воров в законе, который входит в группировку Бадри, это Георгий Хмелидзе. Ему Кугуашвили, как следует из слитого в интернет телефонного разговора, ставил задачу изнутри системы поднимать кипиш, поднимать массы арестантов в исправительной системе Украины, проще говоря, устраивать тюремные бунты. Сам же Бадри Кутаисский был арестован лишь заочно, поскольку на тот момент уже покинул Украину и комфортно обсуждал дела со своими кураторами в одном из московских ресторанов. Не случайно в интернете за ним закрепилось второе прозвище – Ефрейтор Кугуашвили. При этом источники в силовых структурах говорят, что с поставленными задачами этот резидент в законе откровенно не справляется, провалив все возложенные на него миссии, как в Украине, так и в России. Гварамия же, напротив, остался на другой стороне раскола и, непонятными путями проникнув в Москву, планировал сформировать тут группировку из несучившихся воров. Согласно нашим источникам, было намечено общее собрание, на котором ожидалось присутствие крупных авторитетов, таких как Владимир Тюрин, Василий Христофоров, Мирон Качаян, Артур Гарибян, Вагиф Бакинский и других известных представителей криминального мира, чья репутация в воровской среде не запятнана сотрудничеством с властями. Именно эти планы Маци Синакского вызвали настоящую истерику у Бадри Кугуашвили. Он сначала обратился к своим покровителям на Лубянке с вопросом о том, как Гварамия вообще смог приехать в Москву, а потом начал требовать максимального содействия его высылке. В итоге Маци был снова выдворен из Российской Федерации и снова с запретом на въезд. Однако, оказавшись за границей, Гварамия начал активно общаться со своими сторонниками, информируя их о поведении Кугуашвили в Москве. В частности, ссылаясь на свои источники, он рассказал, что Кугуашвили регулярно появляется в общественных местах под кокаином направо и налево, рекламируя свои связи с ФСБ. Более того, согласно этим же источникам, Кугуашвили свободно передвигается по Москве в сопровождении охраны и устраивает собрания с криминальными авторитетами, обещая им поддержку через те же якобы прочные связи в ФСБ. На одной из таких встреч с неправильными ворами он, опять же под наркотой, даже выдал личность своего куратора. Якобы таковым является сотрудник центрального аппарата ФСБ, начальник 8-го отдела управления К. Абдрафиков Рустам Анварович. Примечательно то, что весь круг воров в законе, с которыми Бадри проводит встречи, это воры, сидевшие, каждый в свое время, в Красноярске и сотрудничавшие с администрациями, то есть подписанные, как говорят в криминальных кругах. Поименный список этих воровских иуд давно опубликован в интернете.
И все они были предоставлены кураторами Бадри Когуашвили, образно говоря, для массовости. В свою очередь, сторонники Гварамии приняли решение направить своих представителей в столицу с целью ограничить влияние Бадри, тормознуть его. Однако многие выразили сомнения в правильности этого решения, рассуждая о том, что нельзя тормознуть тормознутого уже 14 лет назад. Борьба групп влияния в криминальном мире, подобно политическим баталиям, традиционно сопровождается прогонами. Так воры называют вбросы той или иной информации в разных формах. Это может быть как написанная от руки записка, так и в ногу со временем, выложенный в интернет файл. Одним из самых резонансных прогонов последнего времени стала аудиозапись голосового сообщения Гилани Алиева, отправленного в адрес Бадри Когуашвили. Эту аудиозапись можно найти на нашем канале. Гилани Седой подтверждает тот факт, что Бадри кичился своими связями с силовиками и властями. Менты, кенты, поддержка – все это хорошо. Но без поддержки воров и братьев ничего нельзя сделать. Если думаешь, что справишься с поддержкой тех, с кем кентуешься, то Бог тебе в помощь. Также этот прогон показал, что большинство в криминальных кругах России не признает авторитет Когуашвили, исключая некоторых воров, которые оказались в его власти. Стало известно, что Камо Сафарян планирует в Греции провести встречу, главным вопросом которой станет диалог Бадри Когуашвили с Гилани Седым. Ранее Седой опубликовал также аудиозапись, на которой Когуашвили критикует его и обзывает мусором. Напряженность между ними возросла. Когда Когуашвили связался с Гилани после этого инцидента, Гилани, держась за свои принципы, подтвердил свои слова и выразил свое мнение о Когуашвили в упомянутом голосовом сообщении. Не остаются в стороне от возникших напряженностей в криминальном мире и другие его ключевые фигуры, такие как Гела и Гизо Кардавы, Мираб Мзарелуа. Они объединились с Мирабом Джангвеладзе и его сторонниками, которые, по слухам, также выразили свое несогласие с действиями Бадри Когуашвили. Недавно был опубликован еще один прогон, в котором утверждается, что Бадри Когуашвили не имеет статуса вора в законе, и его полномочия оспариваются. О том, что Бадри Кутаиский был раскоронован, причем дважды, сообщалось и раньше. Но кто и при каких обстоятельствах вернул ему воровской титул, и вернул ли вообще, неясно. Сейчас группа во главе с Мирабом Джангвеладзе готовит ряд дополнительных вопросов по этому поводу для обсуждения в криминальных кругах. Самоуверенность Бадри Когуашвили вызывает раздражение даже среди тех, кто находится в его тесном окружении в России. Источники утверждают, что некоторые из них активно передают информацию людям Джангвеладзе, раскрывая различные секреты и интриги. Тем не менее, Бадри Когуашвили продолжает утверждать в телефонных разговорах, что он единственный, кто остался верен воровским традициям и не боится применения к нему 210 статьи Уголовного кодекса благодаря своему куратору из Центрального аппарата ФСБ и действительно никогда не скрывавший своей причастности к преступным кланам Когуашвили, странным образом остается неуязвимым для российского правосудия. Он спокойно разъезжает по Москве и встречается в дорогих ресторанах с законниками, лица и имена которых известны любому оперу. В то же время многие обычные преступники, находясь в местах лишения свободы, сталкиваются с обвинениями по 210 статье. При этом далеко не все из них действительно имеют отношение к ОПГ и воровскому миру. Почему же в отношении Бадри и его бригады действует какая-то негласная охранная грамота? Может, потому что силовики рассчитывают на всех членов его украинской ОПГ как на агентов в тылу врага? Но это выглядит как минимум странно, поскольку публичное хвастовство Бадри Кутаисского своими связями с ФСБ автоматически загоняет под колпак спецслужб Украины всех, кто с ним хоть как-то связан. Помните старый анекдот? Штирлиц шел по Берлину, и что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика. То ли буденовка, лихо сдвинутая на бекрень, то ли волочащийся сзади парашют. Так вот, в качестве агента спецслужб Бадри Когуашвили сегодня похож на того самого Штирлица. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.